Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир, где легенды переплетаются с кровавой реальностью, где гений соседствует с безумием, а величие измеряется не только победами, но и пеплом сожженных городов. Сегодня наш герой Александр Македонский. Когда мы слышим это имя, перед глазами встает образ непобедимого завоевателя, мудрого стратега, наследника богов, чье имя до сих пор шепчут ветра над древними руинами. Мы представляем себе юного царя, который повел свою армию от крошечной Македонии до самых границ Индии, создав империю, какой мир еще не видел. Но, как часто бывает, за сияющим фасадом величия скрываются тени. Тени, которые история предпочитает приглушать, а легенды вовсе замалчивать. Давайте же заглянем за кулисы этой грандиозной постановки и посмотрим на Александра не только как на героя, но и как на человека со всеми его противоречиями, страхами и ужасающими поступками. Начнем с 335 года до нашей эры. Юный Александр, только что взошедший на трон, стоит перед миром, который еще не знает его имени. Вспомним Фивы. Не тот мифический город Эдипа, а плоть и кровь, гордый полис, осмелившийся восстать, едва царь-мальчишка скрылся за горизонтом в своем походе на восток. Возвращение Александра было подобно удару метеорита. Его фаланга, закаленная в боях, была не войском, но живым тараном. Стены, эти молчаливые стражи свободы, рухнули, словно сотканные из дыма. И тогда началось. Это не было сражением. Это был суд, возглавляемый самим Аресом. 6000 душ. 6000 фиванцев, стариков, женщин, юношей, не успевших познать вкус вина, были отправлены в бездну. Их не просто убили, их стирали с лица земли, как досадную описку на чистом свитке его амбиций. Город, чья слава пережила века, был предан мечу и огню. 30 000 уцелевших, дрожащих от ужаса, были обращены в рабство. Их цепи — первые звенья в той гигантской кандальной цепи, что он назвал Эллинским союзом. Фивы исчезли. Отныне на их месте была лишь пустошь, удобренная пеплом, да ветер, завывавший в такт плачу проданных в чужие края детей. Это был не стратегический ход. Это был урок, написанный кровью. В моем мире нет места памяти, кроме моей собственной. И это было только начало. Его кампания по завоеванию Персии — это бесконечная череда героических битв и массовых убийств. Взять хотя бы осаду Тира в 332 году до нашей эры. 7 месяцев тирцы держались. 7 месяцев они смеялись над македонцами с неприступных стен. Александр не любил, когда над ним смеются. Результат — 8000 казненных, 30 000 проданы в рабство. Просто чтобы показать, никто не устоит перед Александром. Даже если ты на острове и у тебя высокие стены, я построю дорогу прямо к тебе и все равно достану. И он двинулся дальше. Этот пожиратель пространств, оставляя за собой огонь и пепел. Вспомним Галикарнас, отчаянно защищавший свою независимость под командованием Мемнона Родского. Когда после долгой осады город пал, Александр приказал предать его огню. Пламя пожирало не только дерево и камень, но и храмы, и библиотеки, и сам дух Карии. Оно плясало в зрачках царя, и ему чудилось в этом танце одобрение богов. Он не видел гибнущей мудрости, он видел лишь поверженное неповиновение.
Но венец его ужасающего величия был выкован не в эллинской Элладе, а в сердце персидской державы. Персеполис, сокровищница мира, город-дворец, где Дарий и Ксеркс собирали дань со 100 народов. Золото, серебро, кедр, слоновые устья — все это досталось Александру. Он вошел туда не как либератор, а как наследник. И что делает наследник с наследием, которое не в силах осмыслить? Пир, величайший пир в истории, где вино лилось рекой, а яствами служили сны о бессмертии. И среди этого безумия, под хриплые песни гетер и льстивые речи полководцев, в душе Александра родилась демоническая мысль. Таида, афинская гетера, бросила в тлеющие угли первую головню, то ли в пьяном угаре, то ли по тайному знаку царя, желавшего угодить ей и своим призрачным мечтам о мести за Грецию. Огонь, алчный и быстрый, взметался по кедровым балкам. Персеполис горел. Горели летописи, которые могли бы рассказать о законах и звездах. Горели резные панели, изображавшие шествие народов. Горела душа целой цивилизации. Александр стоял, наблюдая за этим апофеозом разрушения. Он видел не гибель красоты, а падение гордыни Ксеркса, сжегшего когда-то Афины. Это была месть, отложенная на столетия, сладкая, как самое крепкое вино. Но в этом огне сгорала и его собственная претензия быть не завоевателем-варваром, а цивилизатором. Пепел Персеполиса лег несмываемым пятном на его золотом венке. Он думал, что сжигает прошлое, а на самом деле сжигал часть своей собственной души. Его путь на восток стал маршем всепоглощающей гордыни. В Согдиане и Бактрии, где свободолюбивые племена не желали склонять голову перед чужеземным богом, война сменила свои доспехи. Она облачилась в плащ самого садизма. Восстание Спитамена было потоплено в такой жестокости, что даже закаленные ветераны отворачивались, давя в горле тошноту. Целые селения стирались с лица земли, дабы никто не смел и думать о сопротивлении. Это была не тактика, а террор, возведенный в абсолют. И на этой кровавой почве взросли самые ядовитые цветы его безумия. Убийство Клита Черного в 328 году до нашей эры. Того самого Клита, что спас ему жизнь при Гранике. Того верного друга, что дерзнул сказать царю правду в лицо. «Ты сын Филиппа, а не Зевса. Ты забыл, кто сделал тебя великим». Опьяненный вином и лестью, Александр, этот бог, не стерпел голоса смертного. В припадке ярости он пронзил копьем грудь своего спасителя. И когда горячая кровь брызнула ему на руки, наступило прозрение. Ужасное, горькое прозрение. Он рыдал над телом друга 3 дня, пытаясь заколоться сам. Но было поздно. Кровь Клита стала той рекой, через которую не было обратного пути. Отныне его божественность была подтверждена не славой, а убийством. И, конечно, знаменитый заговор Пармениона и Филоты, 330 год до нашей эры. Филота, сын Пармениона, одного из старейших и самых верных генералов Александра, обвиняется в заговоре. Доказательства шаткие, но Александр не терпит даже намека на предательство. Филоту пытают, а потом казнят. Но этого мало. Парменион, который командовал огромной армией в Мидии, тоже казнен. Просто так, превентивно, чтобы не отомстил за сына. Без суда и следствия. Отличный способ укрепить доверие в коллективе, да? Ты мне не нравишься, потому что твой отец мне не нравится, а твой сын мне не нравится, потому что я Александр.
Это был момент, когда паранойя начала брать верх над здравым смыслом. Все эти истории, друзья, рисуют нам сложный, противоречивый портрет. Александр Македонский был не только великим завоевателем, но и человеком, способным на невероятную жестокость. Он был гением, который мог видеть будущее своей империи, и безумцем, который в приступе гнева лишал жизни своих друзей. Он был стратегом, который умел вдохновлять армии, и тираном, который требовал божественных почестей. Его жизнь — это вечное напоминание о том, что история не терпит черно-белых красок. Она полна оттенков, полутонов и жутких теней. И чем грандиознее фигура, тем глубже эти тени. Спасибо, что посмотрели это видео. Советую вам посмотреть видео о том, как похоронили Александра. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь своими мыслями в комментариях.